Он родился в знаменитой художественной семье, где, казалось, судьба уже была решена за него. Сын великого Эндрю Уайта, внук легендарного Ньюэлла Уайта, друг Энди Уорхола и мастер, которого называют принцем реализма. Но Джейми Уайт оказался не просто наследником династии. Он создал собственный мир, полный пустынных берегов, тревожных портретов, животных с характером и почти мистической тишины. Почему его живопись называют визуальным дневником? Чем его поразил Уорхол и как художник превратил реализм в современное искусство? История удивительного мастера. Джейми Уайт – художник, который превратил жизнь в дневник на холсте. Есть художники, которым приходится пробиваться вопреки происхождению, а есть те, кому происхождение становится почти испытанием. Джейми Уайт родился именно в такой ситуации. Когда твой отец, Эндрю Уайт, один из самых известных американских реалистов 20 века, а дед, знаменитый иллюстратор Ньюэлл Уайт, кажется, что выбора просто нет. Но в случае Джейми это не было бременем, скорее естественной средой. Он сам шутил, что в его семье рисовали все, кроме собак. И в этой шутке была правда. С самого раннего детства краски, кисти и рисунок были для него такой же частью жизни, как для других детей игры во дворе. Уже в 3 года он рисовал, превращая впечатления от книг и фильмов в собственные образы. Родился Джейми Уайт 6 июля 1946 года в Вилмингтоне, и почти вся его жизнь так или иначе оказалась связана с теми местами, где он вырос. В этом тоже проявился его характер, удивительно постоянный и почти старомодный. В мире, где художники нередко строят миф о себе через эпатаж и бесконечные перемещения, Уайт выбрал другое – тишину, верность одному стилю, одним пейзажам, одной женщине. Даже школу он воспринимал как помеху. После 6 класса по собственной просьбе перешел на домашнее обучение и часами занимался живописью. Его наставниками стали отец и тетя Кэролин. И если многие художники потом ищут собственный язык, Уайт начал формировать его буквально в детстве. Первой зрелой работой считается написанный в 17 лет портрет Шорти. Сосед Уайтов предстал не парадным героем, а почти болезненно живым человеком, изможденным, небритым, одиноким. Уже в этой ранней работе было заметно то, что станет фирменной чертой художника – способность находить драму не в событиях, а в присутствии человека. В том же возрасте он получил первый серьезный заказ от университета Джонса Хопкинса, а в 20 лет провел первую персональную выставку. Для столь молодого художника это было почти сенсацией. И все же Джейми не пошел по пути модного искусства своего времени. Когда реализм уже давно уступил авангардным течениям, он остался ему верен. Более того, сделал это сознательно. Его часто называют художником сельских пейзажей штата Мэн, морских побережий, птиц, домашних животных и скота. Это правда, но только часть правды. Потому что Джейми Уайт писал не только мир вокруг, но и внутреннее напряжение этого мира. Он однажды сказал, что не считает себя художником в привычном понимании, скорее человеком, который протоколирует жизнь. Его картины, по его словам, похожи на дневник, и в этом ключ к пониманию его искусства. После трагедии 11 сентября он ехал по сельским дорогам Пенсильвании и увидел белый амбар с огромным американским флагом, отраженным в пруду. Так родился «Амбар патриота», работа, в которой частный пейзаж стал образом целой страны. Таких личных записей у него множество. Хотя в молодости он работал в основном маслом, со временем арсенал расширился. Темпера, графика, афорт, литография, акварель, смешанные техники. Среди известных работ «Тыквенная голова», автопортрет Клиберга, серия «7 смертных грехов», портреты отца и, конечно, знаменитый портрет Энди Уорхола. Вообще, портрет в его творчестве занимает особое место. Он писал ветеранов Вьетнама, семью Кеннеди, посмертный образ Джона Кеннеди, президента Джимми Картера. Но именно отношения с Энди Уорхолом стали одной из самых неожиданных и интересных историй его жизни. На первый взгляд, трудно представить более непохожих людей. Тихий реалист, влюбленный в амбары, собак и скалистые берега,
и король поп-арта, живший в эпицентре нью-йоркского хаоса. И все же они подружились. В 1970-х у Джейми даже была студия на легендарной фабрике Уорхола. Их объединяло больше, чем казалось. Оба собирали вещи, оба интересовались темами болезни и смерти, оба сталкивались с критикой, один за традиционность, другой за чрезмерное новаторство. В 1976 году их взаимный интерес вылился в почти беспрецедентную совместную выставку портретов. Уайетт написал Уорхола в своей гиперреалистической манере, уязвимым, беззащитным, почти застигнутым врасплох. А Уорхол сделал из Уайетта поп-икону. Это был настоящий художественный диалог. Позже, в 2012 году, Уайетт снова вернулся к другу в работе Moonlight Voyeur. Почти призрачный Уорхол сидит на скалах острова Монаган, словно сотканный из лунного света. Картина выглядит почти мистически. И это любопытно, потому что Джейми часто считают лишь реалистом-наблюдателем, хотя в его лучших работах есть почти сюрреалистическая тревога. Отдельной главой в жизни Уайетта стали его портреты Рудольфа Нуриева. Пожалуй, это самая загадочная и обсуждаемая серия художника. Нуриев был для Уайетта не просто моделью, а почти художественной одержимостью. Они познакомились в 1970-х, и Уайетта буквально захватила его личность. Нуриев соединял противоположности, которые художника всегда притягивали: дисциплину и дикость, театральность и одиночество, мощь и хрупкость. Для реалиста, привыкшего искать характер под внешностью, это был почти идеальный герой. Уайетт писал Нуриева снова и снова, потому что видел в нем не только человека, но и символ, изгнанника, звезду, хищника, трагическую фигуру. Эти портреты заметно отличаются от его фермеров, животных и морских пейзажей. Они более нервные, психологические, почти призрачные. Особенно его увлекала двойственность Нуриева, мировая знаменитость и одновременно человек глубоко одинокий. Уайетт говорил о нем почти как о персонаже романтической литературы. Некоторые исследователи считают, что серия о Нуриеве стала для Уайетта способом выйти из тени отца. Через эти работы он будто позволил себе больше драматизма и внутренней свободы. Есть и еще версия. Нуриев идеально совпал с интересом Уайетта к животной пластике. Художник часто писал птиц, собак, лошадей как носителей характера, а в Нуриеве видел ту же напряженную, почти звериную энергию движения. Поэтому это не просто много портретов одного человека, это почти отдельный цикл, сравнимый с личным дневником. И любопытный штрих. Некоторые искусствоведы даже считают Нуриевскую серию самой смелой частью наследия Уайетта, более рискованной, чем его знаменитые портреты Уорхола или членов семьи Кеннеди. Искусствоведы не раз замечали, что интерес Уайетта к Нуриеву выглядел глубже обычного портретного увлечения, а близость между художником и моделью порождала разговоры о скрытых эмоциональных подтекстах этих работ. Некоторые даже видели в серии тонкие намеки на личную привязанность, хотя прямых подтверждений этому никогда не было. Сам Уайетт говорил скорее о магнетизме личности Нуриева и его почти мистической пластике. Возможно, именно поэтому эти портреты до сих пор воспринимаются не просто как изображение танцовщика, а как одна из самых интимных и психологически сложных серий в творчестве художника. Многие критики видят в нем художника противоположностей. С одной стороны, почти документальная точность, с другой – ощущение тайны. То же касается и его жизни. Личная жизнь Джейми – довольно редкий случай почти антибогемной биографии. В отличие от многих художников его поколения, он не прославился скандалами, громкими романами или бурной светской жизнью. Напротив, десятилетиями живет с одной женщиной, со своей женой Филлис, которую не раз писал и которая считается его главным спутником, собеседником и тихой опорой. Их брак часто называют удивительно устойчивым для художественной среды. Детей у пары нет, и сам Уайетт не раз намекал, что живопись в каком-то смысле стала его формой семейной преемственности и способом продолжать династию. Вообще в его жизни много почти архаичной верности. Одним местам, одним людям, одному способу смотреть на мир. Работает почти отшельнически.
избегает шумного арт-рынка и редко стремится к публичности. На фоне эксцентричных художников второй половины XX века это выглядело почти вызывающе консервативно. На деньги от первой выставки он купил дом на острове Манигам, прежде принадлежавший любимому художнику Рокуэллу Кенту. Сегодня он живет сразу в 3 домах – в Пенсильвании, на Монегане и в маяке бухты Теннант, купленном его родителями в 1978 году. И каждое место становится отдельным миром в живописи. Где-то собаки и лошади, где-то чайки, серые крыши и ловушки для лобстеров. Где-то море и маяк, как почти символическое убежище. Неудивительно, что его называют художником созерцания. И все же, при всей этой тишине, Джейми Уайетт никогда не был только наследником великих. Он сумел сделать редкое – выйти из огромной семейной тени и остаться собой. Не повторением отца, не продолжением деда, а самостоятельным голосом. Сегодня его называют принцем реализма, и в этом есть что-то точное, потому что он доказал, реализм может быть не архаикой, а современным, живым и тревожным искусством. И, возможно, именно поэтому его безлюдные берега, молчаливые птицы и странные портреты кажутся такими живыми. Как по-вашему, Джейми Уайетт — это про классику и преемственность, или он все-таки создал что-то совершенно уникальное и свое? Друзья, спасибо, что провели это время со мной. Ваша активность — лучшая мотивация делать контент чаще. Не забывайте ставить лайк и подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. И отдельное огромное спасибо нашим спонсорам за особую поддержку проекта. Творите в удовольствие и до встречи!